Я всех приветствую на своем канале, посвященном моей жизни на Филиппинах. Я сейчас на острове Панглау. Этот остров, наряду с прочими курортами Филиппин, такими как Боракай и Эль-Нидо, является одним из самых популярных направлений среди туристов, приехавших на Филиппины в отпуск на несколько недель. Тут чудесные белые пляжи. Тут одно из самых тусовочных мест на Филиппинах – Алона-Бич. Тут, недалеко, на острове Бохоль, соединенном с островом Панглау двумя мостами, находятся знаменитые шоколадные холмы. Только тут живут долгопяты, самые маленькие приматы в мире. В этом видео я не буду подробно останавливаться на туристических заманухах этого острова. Я попытаюсь найти квартиру для долгосрочной аренды и сделаю обзор нескольких вариантов, которые мне удалось найти. А также на примере острова Панглау я покажу вам, как же искать жилье на долгосрок, если вы только-только приехали на Филиппины. Из порта города Думагети я сел на паром и уже через 2 часа был в городе Такбиларан. Корабль транспортной компании Ocean Jet по маршруту Думагети-Такбиларан ходит каждый день, и билет стоит 900 песо. Я поехал не один, а вместе с велосипедом, и за коня пришлось доплатить еще 180 песо как за багаж. По прибытию в Такбиларан, расстроив дежуривших в порту таксистов-крохоборов, я помчал на Панглау. Сначала по мосту с острова Бохол, на котором находится портовый город Такбиларан, я переехал на остров Панглау и уже оттуда поехал в самую его западную часть. Именно там, в западной части острова, в эпицентре всей его движухи, я заранее через Airbnb забронировал себе комнату на несколько дней. Кстати, если договориться напрямую с хозяевами, комната обойдется на 100 песо дешевле. За 1100 песо в сутки обошлась мне эта комната. Очень тут все чисто, в принципе, могу ее рекомендовать. Называется Каса Нистал. Остров Панглау очень маленький, всего 30 километров в диаметре. При этом его активная часть сосредоточена в западной половине. Направление очень популярно как среди туристов, так и среди экспатов. Снять жилье как на долгий срок, так и на несколько дней тут совсем не сложно. Популярность направления породила спрос. Спрос породил предложение. Предложение, в свою очередь, породило конкуренцию, а конкуренция породила выбор. При этом, где бы вы ни остановились, везде будет недалеко до пляжев, до магазинов, до ресторанов. Единственное, лучше выбирать западную часть острова, потому что на восточной его половине откровенная глушь. Я ищу жилье либо через Facebook Marketplace, либо в тематических группах по аренде жилья в том же Facebook. Чтобы подобрать для себя несколько вариантов квартир, я открываю Facebook, перехожу в раздел Marketplace, затем либо выбираю подраздел Property for Rent, либо в поиске вбиваю Pad for Rent или Apartments for Rent. Если вы на бюджете, то по запросу Pad for Rent покажет самые бюджетные варианты. При поиске жилья под свой бюджет держите в голове тот факт, что при личной беседе практически всегда можно немножко скинуть, поэтому варианты чуть больше вашего бюджета тоже стоит рассматривать. Я подобрал для себя несколько вариантов, написал сообщение хозяевам квартиры и договорился о встрече. По дороге к первой квартире, которую я хотел посмотреть стоимостью 8000 песо в месяц, со мной произошла забавная история. На дороге меня узнал парень. Оказалось, он мой подписчик, и по странному стечению обстоятельств он живет как раз в тех самых апартаментах, которые я ехал смотреть. Антон любезно согласился показать мне свое жилье. Комплекс состоит из 9, если я не ошибаюсь, комнат с большим общим двором. Интернет уже входит в стоимость. Залог тут всего пару тысяч, а не месяц или 2, как обычно в арендованных квартирах на Филиппинах. И что мне понравилось, относительно большая кухня отделена от спальной комнаты. Достаточно просто закрыть дверь, и никакие запахи после готовки не будут проникать в спальную комнату. Заявленную на Фейсбуке цену в 8000 песо удалось сбить до 7500. По-моему, отличный вариант за такие деньги. Is it a lobster? Yeah. Oh my god. And how much the big one like that? 1 million? No? Almost 2 kilos. Almost 2 kilo. And how much per kilo? 4,800 1 kilo. 4,000. 800. So the big one like that will be 10,000. No, 8,700. Like that. More or less. Уже вечером, чтобы отвлечься от просмотра квартир, я решил взглянуть на знаменитую Алона-Бич.
Я много раз слышал про это место и не посетить его просто не мог. Описание локации любого места на острове Панглау звучит так: недалеко от Алоны или на расстоянии стольки-то километров от Алоны. Этот тусовочный пляж и прилегающая к нему улица – своего рода начальная точка координат всего острова. Уже на подъезде к Алоне провинциальность Филиппин резко сменяется огнями заведений и стаями туристов со всех стран мира, снующих между ними. Относительно небольшой и, если честно, не лучший на острове пляж почему-то снискал славу одного из главных тусовочных направлений на Филиппинах. Атмосфера тут мне и вправду напомнила Таиланд. Неимоверное число баров, ресторанов, магазинов с сувенирами. Туда-сюда без конца патрулируют группы трансов и барышень не самого тяжелого поведения. На каждом шагу предлагают массаж и экскурсии, а число приезжих на несколько дней сюда туристов, как мне показалось, превышало число местных жителей. На следующий день я сюда еще вернусь, чтобы пройтись по злачным местам, работающим после полуночи. Следующая комната, которую я заприметил на маркетплейсе Фейсбука, была комната с бассейном за 14 тысяч песо в месяц. Это чуть больше моего бюджета, но тем не менее я решил взглянуть. Я и не подозревал, что этим местом окажется тот самый русский отель, о котором я много раз слышал раньше. Когда-то давно два русских парня решили построить отель на острове Панглау, и, как это обычно бывает, не смогли его поделить. Это достаточно известная в русскоговорящем сообществе на Филиппинах история. Но, несмотря на все эти распри, внутри оказалось совсем даже неплохо. Хотя, когда я подъехал к месту, никогда бы не догадался, что это апартаменты. Снаружи комплекс огорожен стеной и никак себя не выдает. Приватность и обособленность от окружающего мира здесь, конечно, максимальная. Тут тоже, по-моему, 9 юнитов с общим бассейном посередине. Несмотря на обособленность комплекса, интерьер внутри напоминал сад. Интернет уже включен в стоимость. Внутри комнаты тоже выглядели неплохо. Есть кухня, но на газу готовить внутри нельзя. Для этого есть общая кухня и общая зона барбекю. В комнате можно использовать только электрическую комфорку. Уже после визита мне удалось уронить цену до 13 тысяч песо в месяц. А еще чуть позже они предложили и за 12 тысяч. Недалеко от русского отеля живет мой приятель Никита, тоже велосипедист. И к нему я и решил заехать. А заодно я решил взглянуть на коралловый риф тут. Погода была не самая располагающая к плаванию с маской. Но что поделать, раз я уже был тут, то почему бы и не поплавать? Антон, чью комнату я смотрел ранее, любезно согласился подвезти меня посмотреть следующую квартиру. Это комплекс из 12 новых юнитов, в которых еще никто раньше и не жил. Цена юнита 9 тысяч песо в месяц, и 300 песо в месяц просили за воду. Интернет уже включен в стоимость. Была доступна комната на первом этаже и на втором. Тут мне сразу не понравилось. Во-первых, было далековато от Алона-Бич. Во-вторых, управляющая просила 2 месячных депозита в залог за, по сути, пустую квартиру, в которой не было ни холодильника, ни телевизора, ни даже кухни как таковой. Обычно сумму, равную 2 месяцам арендной платы, просят в том случае, если в квартире есть вся техника и мебель. Тут же не было ничего. И на уступки идти управляющая наотрез отказалась, когда я попросил скидку. А еще абсолютно не было никакой придомовой территории. Устав от поиска жилья и просмотра квартир, я решил все-таки вернуться на Алона-Бич и заглянуть в те заведения, басы музыки, алкоголь и лучи света которых заманивали внутрь проходящих мимо туристов после 11 вечера. Честно говоря, ничего удивительного, кроме завышенных по сравнению с Думагети цен на алкоголь, я внутри не увидел. Музыка, иностранные туристы и слетевшиеся на них филиппинские барышни – все как обычно. А поэтому мы с приятелем решили переместиться в другое заведение. В Такбиларане, недалеко от порта, есть ночной клуб «Вихаб». Туда-то мы и отправились. Атмосфера тут мне понравилась больше.
Ведь иностранные туристы здесь были совсем редкими гостями, и заведение в основном было ориентировано на местных. На утро, после моего похода по клубам, мне предстояло посмотреть последнее жилье в своем списке. И с этой квартирой тоже произошла забавная история. Сначала в чате мне сказали, что ее цена 15 тысяч песо в месяц, что сильно выше моего бюджета. Я ответил, что мой бюджет только 10 тысяч. Через какое-то время девушка в чате, судя по всему, посовещавшись с хозяином апартаментов, предложила мне остаться за 13 тысяч песо в месяц, но при условии, что я буду жить один. Не люблю ограничения, поэтому я сказал, что нет, скорее всего, нас будет двое. Тогда, ответила девушка из чата, цена останется 15 тысяч песо в месяц. Но нет и нет, я уже и забыл про это объявление, как через несколько часов девушка сама написала, что ай, хорошо, пусть будет 10 тысяч песо в месяц, но при условии долгосрочного контракта минимум на 1 год. Таким образом, с 15 тысяч песо я получил скидку до 10 тысяч песо в месяц. Эта квартира мне понравилась. Она находилась между Алона-Бич и Побласьоном. На мой взгляд, лучшее расположение на Панглау. Уже в сторонке от туристической суеты, но при этом недалеко как до нее, так и до пляжей, рынков и площади. Проводной интернет и вода уже были включены в стоимость. Депозит составлял 1 месяц аренды. Там уже был большой телевизор, кухня была вынесена в отдельное помещение и во дворе было много места для барбекю и готовки. На территории был дом хозяина и 3 комнаты под сдачу. Я думал рассмотреть возможность переехать из Думагети на Панглау на долгий срок. Поездил, посмотрел квартиры. Действительно, мне очень понравился 4-й вариант, последний вариант квартиры. Но, наверное, здесь я оставаться не буду. Тут есть как свои плюсы, так и минусы. Здесь просто потрясающие белые пляжи. Хорошо, что я в очках был, иначе бы от этой белизны ослеп. Просто как в рекламе Баунти. Чистое лазурное море, белые пляжи. Здесь коралловые рифы и прекрасный подводный мир. Всего в 10 километрах от острова Панглау на острове Бахол большой город Такбиларан с молами, с магазинами, супермаркетами, куда можно ездить за покупками и возвращаться обратно сюда. Там же разного рода интересности, типа горы, водопады. На острове Бахол знаменитые шоколадные холмы, там живут долгопятые. То есть тут есть куда поехать и что посмотреть. Еще мне здесь понравилась вот эта вот туристическая атмосфера. Приезжие туристы со всех стран мира, вот этот туристический вайб. Ты начинаешь вместе с ними двигаться в одном потоке. Мне кажется, остров Панглау зайдет любителям интернациональных интрижек. Если Думагети – это больше стариковский город, куда иностранные деды приезжают доживать свою пенсию с молодыми филиппинками, а туристов как таковых там нету, то здесь, на острове Панглау, много молодых и энергичных ребят со всех стран мира, которые приехали на несколько дней хорошо провести время. Но почему я принял решение не оставаться здесь жить? Здесь ощущается какая-то такая другая атмосфера, чем в Думагети. Местные жители смотрят на тебя как на ресурс. Они очень избалованы туристами, и, по сути, остров Панглау, весь остров Панглау живет за счет туристов. Здесь действительно нескончаемый поток тех, кто приехал всего на несколько дней на остров. В Думагети все еще ощущается какая-то такая ламповость, что местные люди тебя улыбаются, приглашают в гости, здороваются, хотят поговорить, что-то с тобой обсудить. Здесь же на тебя всем пофигу, потому что люди тебя воспринимают как очередного туриста. Остров какой-то тесный, вот реально тесный. Мне кажется, если тут долго жить, через месяц-другой станет скучновато. А еще возникает такое ощущение, что остров Панглау выкупили корейцы. Тут очень много всего корейского. Корейские магазины, корейские бары и рестораны с корейской кухней. А на улицах очень много приезжих из Кореи. Что касается цен на жилье, на острове Панглау достаточно неплохо обстоят дела с поиском жилья как на долгосрок, так и посуточно. Я снимаю номер в своем отеле за 1000 песо, но при этом я находил варианты и за 500 песо. То есть переночевать на Панглау можно от 500 песо, это меньше $10. Здесь много достойного жилья на долгосрок от 6 месяцев и выше. Я находил варианты от $100, и за $200 уже можно найти более-менее приличный вариант.
Но в основном на острове Панглау подороже. Дороже еда в заведениях. Прикольно, что заведений много, кухня разных стран, на любой вкус. Действительно, есть из чего выбрать. Но цены в заведениях подороже, чем в Думагете. А еще тут очень много наших соотечественников. Как переехавших сюда на долгосрок, так и туристов, которые приехали отдохнуть на несколько дней. Тут даже есть кафе с русской кухней для тех, кто соскучился по пельменям, чебурекам, оливье и борщу. А в кафе работает магазин, где можно купить родные сердцу полуфабрикаты. Тут наши ребята открыли русскоговорящий дайв-центр. А еще русский парень тут открыл кафе, где можно поесть нормальную шаурму, приготовленную так же, как и в России. И, разумеется, я не мог пройти мимо. Остров Панглау оставил у меня смешанные впечатления. Это потрясающее место для того, чтобы провести здесь несколько недель. Атмосфера тут действительно напоминает Таиланд. Но оставаться жить тут я, пожалуй, не буду. Тесновато, людно, да и местные жители не такие дружелюбные, как в менее туристических частях Филиппин. Спасибо, что посмотрели это видео. С вас лайк, комментарий и подписка, если видео вам понравилось. Всем спасибо и всем мира.แชร์กันด้วย